Всем привет! Сегодня приготовим ко дню влюбленных обалденные, вкуснющие, ароматные, сочные шашлычки с языка и сердца. Вот такие вот обалденные, ароматненькие. Посидеть свое дамое сердце, удивить таким прикольным блюдом. Совсем не свинина, свинина, только сердце и язык. Я думаю, ассоциация с днем влюбленным понятная всем. Вкусная, классная, такая маленькие, такие они бомбовские, удобненькие, сесты с любимой своей. Вот, такие. Плюс, как всегда, Мангалыч готовый у нас на углях. Побачим, что получится. Я уже бачу, интересный запах, класс. Расскажу вам свое мнение по поводу углей. Я уже не один раз готовлю, сильно интересное мнение получилось. Ароматненький, попробую. Нежное мясо. Нежный, недооцененный шашлычок. Погнали готовить. У нас 2 сердца мы купили на шашлычок и 2 языка. Сейчас мы их быстренько зачистим, помыем и поставим варить. Для маринада нам понадобятся вот такие специи. Лавровый лист, смесь перцев. Можно взять просто обычный черный перец, горошек. Душистый перчик, кориандр немолотый, чесночок и лучок. И морковочка и с солькой. Так. Языки вот такие мы бросаем целиком, а сердечко, желательно сердечко, разрезаем напополам, потому что тут кровь позапеканная. И когда мы будем варить, то лучше специи, наш маринад, пропитает все мясо. Так, разрезаем вот так напополам, и вот кровь вот такую нам надо поубирать. Все, мы ее просто промываем. Быстро, легко и элементарно. И все сюда. Заливаем водичкой. Наливаем полный. Мы будем варить 1,5-2 часа. Набираем полную кастрюлю. Для того, чтобы иначе будет у нас водичка выкипать. Вот так вот. Есть. Ставим на плиту. Бросаем сюда целиком лучок, 1 морквинка напополам разрезанная, чеснок. Можно чистить, можно не чистить. Я бросаю целиком. Вот так. За 2 часа он выварится. 4 лаврушечки. И тут смесь перцев нашу всю, кориандр и соль, 1,5 ложечки соли тоже высыпаем сюда. И чуть-чуть притапливаем. Ставим на максимальный огонь до закипания. От закипания 1,5-2 часа. Набираем большую мисочку холодной воды. Прошло 2 часа. Выключаем наш язык и сердце. Так. Сердце оставляем, друзья, в рассоле. Язык нам надо почистить. Значит, мы достаем язык сразу и бросаем в холодную воду. Резко. И вот так его. И вторые. Вот так вот. Вот. Так у нас быстрее почистится шкурка. Зачистили наш язык полностью и положили его обратно в рассол. Можно сразу нарезать на порционные кусочки, одевать на шпажки и готовить. Но я вам рекомендую оставить в рассоле на ночь. Це буде пропитане, мясо вообще-то сердце, оно суховатое будет и языка. Но когда оно полежит ночь в рассоле, оно будет сочное, наберется всех специй и получится бомба шашлычок. Накрываем вот так и прижимаем, чтобы у нас все было в рассольчике. Оставляем в рассоле на ночь, с утра встретимся. Вот и наступило утро, наши сердечки замариновались, четко всю ночь простояли в рассольчике, пропитались, пахнет запах обалденный. Мы сейчас, в первую очередь, перед тем, как нарезать, достаем угольки.
и распалим угольки, чтобы у нас, пока мы нарежем и нанижем на шпажки, у нас уже угольки разгорятся и придадут цей самый вкус мангала, костра. Я ложу фольгу на дно, на всякий случай, для техники безопасности, мало ли, начнет сильно дыметь, придется тогда тушить. Ну, посмотрим, надеюсь, не начнет дыметь. По бокам вот так закручиваем, чтобы на противне фольга тут не лежала, потому что вот тут не надо фольга, чтобы была. Когда мы ставим в духовку, оно мешает, и фольга заворачивается. Так, положили фольгу, насыпаем, как я и обещал, побольше сегодня отдамо угольков, чтобы так аж хорошенько. Вот так вот угольков. Распаливаем газ и запаливаем один уголек. Ложим его в серединку. Вот так. И сверху прилаживаем угольками. Друзья, если вы не хотите использовать угольки, можно просто обыкновенно в духовке пожарить. На противне, на решеточке, так как я буду делать, только без углей. Получится то же самое, почти, без вкуса дымка. Так, сердечки нарезаем такими порционными кусочками. Вот так, на 3 части. И вот такие тоненькие тоже мы будем по бокам одевать. Как раз закрывать нашу будет композицию, так сказать. А все кусочки режем произвольно. Зачищаем еще, если вот так есть такие висючечки маленькие, убираем их. Что нам не мешало все. Оп. Чтобы ничего не пригорало. И вот такие вот кусочки у нас получаются. Языки мы позачищали, а сердечки не. Жирок у цей, такие разные трубочки, что нам не нравятся, такие хрящики. Мы все зачищаем, удаляем полностью. Так, язык разрезаем напополам. Кусочки нам не надо, чтобы были большие, потому что мы будем жарить на шпажках. Это такие ресторанные, получается, так бы сказать, ресторанная подача. И кусочки должны быть не сильно большие. Вот с такими вот кусочками. Вот такие кусочки можем подрезать напополам. Подача у нас будет на шпажках, чтобы сразу шпажку одну взял порционно и хоп, кушаешь ее. И переложим тарелочку. Язык с одной стороны, чтобы не путать нам. Так легче будет одевать, чтобы кусочек сердца и кусочек язычка через один будем чередовать. И так нарезаем весь наш шашлычок, так сказать. Так вот, появляется огонек уже. Друзья, включаем вытяжку и включаем духовку. Включаем 180 градусов и для прогрева двойную конвекцию. Прогреваем и нанизываем наши шашлычки. Так, для шашлычков нам понадобятся шпажки любых размеров. Можно брать коротенькие, вот такие шпажечки есть коротенькие, их подавать можно. Можно брать длинные. Мы сегодня взяли такие длинненькие и нанизываем. Так, берем кусочек языка, так в длину, оп, кусочек сердца, вот так, прошиваем, если есть трещинка, так прошиваем чуть-чуть, и так по очереди. Так, подготовили наши шашлычки. Сейчас будем ставить их готовить. Вот такие у нас получились красивенькие шпажечки. О, нормально так посидеть с любимой, праздник. Хватит даже позвать пару любимых. Так, разравниваем угольки. Большие ломаем, чтобы сильно температура в одном месте не жарила. Нам надо равномерно. Вот так разлаживаем. Ну, в основном посерединке. У нас шашлычки вот такие вот. О, жар. Тут, наверное, можно жарить на духовке. Ой, без духовки можно жарить.
под вытяжкой. Сейчас попробуем. Так, есть. Так, побольше. По краям, серединка, щоб сильно багато жара не було. Потому що жар такий, що і в руки смали. От. І високо, щоб не торчали кусочки. Все їх. Ого. Класс. Наче на мангале побывал на дачке. Друзья, кому нравятся такие эксперименты, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Буду вас удивлять, буде ще жарче, ще круче, ще лучше. А весной, скоро потеплее, помчим на дачу и будем там делать всякие вкуснющие блюда на мангале, на костре. Сделаю штуку такую там, ну то потом побачим. Так, короче, ложим решеточку наверх. Вот так, правильно. И вылаживаем шашлычки наши. Вот так вот. Противень еще можно взять ручками. И отправляем в духовку. Вот так, вместе с противнем. Ой, уголек стреляет, класс. И нам надо, друзья, у нас все готовое получается. Вкус обалденный, мясо промаринованный. Но мы сейчас придаем корочку такую классную. Нам надо придать корочку, запах уголька. И еще чуть-чуть мы пропитаем. Сейчас я вам покажу. Мы сделаем чуть-чуть, прогреется одна сторона, переворачиваем и намазываем намазочку. Намазочка элементарная, можно делать, можно не, получится, вообще классно. Нам надо масло сливочное, чуть-чуть соевого соуса, буквально 2 столовых ложки. Вот так. И добавим чуть-чуть остринки. Я в маринад не добавлял остринку, мы добавим просто аджику. Сушеную аджику. Вот. Мы добавим пару щепоток. Придать чуть-чуть, так и сверху остренький пикантный вкус. Сильно не буду. Вот так вот. И чтобы растопить, друзья, масло, можно перед цим его, конечно, достать, но я достал поздновато. Можно в железной тарелочке поставить на плиту. Но мы сделаем вот так вот. Раз. И на минутку. О, 1,5 минутки и все готово. И сейчас можно кисточку взять, друзья, у кого есть. Можно веточку розмарина. А у нас с прошлого рецепта такая веточка тимьяна. И мы будем использовать ее вместо кисточки. Вот так вот. О. И вот такой намазочкой температурку я увеличил на 220 градусов. Вообще запах класс. Бомба. И вот такой намазочкой нам надо сверху пропитать, и получится еще корочка такая классная. И даст приятный такой сливочный аромат, вкус. Вот так вот. Ох, горяченький. Класс. Запах, вкус дыма по всей квартире. Не дыма, а дерева, так бы сказал я. И так смазываем. Угу. Быстренько пропитываем. Вот так. Есть. И переворачиваем. Переворачиваем. И еще на 10 минуток отправляем. И пропитываем вот так
масельцом. И отправляем в духовку. Вот. Конвекцию я выключил. Сейчас включу режим гриля, чтобы сверху чуть-чуть подсушить 5-10 минуток. И можно сделать чуть-чуть для красоты. Сверху так притрусить. Мы сделаем лучок. Меленько накрышиваем. Нарезаем лучок. Тоненько. Вот так, я думаю, достаточно. Чуть-чуть смешаем. И с зеленью. Можете добавлять зелень, какая у вас есть. Я добавлю тоже лучок с лучком. И отставляем в сторонку. Сейчас будем снимать наши шашлычки и сверху украшать вот такой красотой. Вот так. Так, друзья, готовилось оно у нас целиком, так посчитать, 15 минут. Все, выключили. О, красота какая. Вот, друзья, и готовы наши эксклюзивные блюда, шашлычки из сердца и языка. Вот так вот. Недооцененный продукт. Мне нравится вообще. Нежное мясо. Сочное получилось. Напитанное маринаду в волю хватает. Классный цей нежный вкус. Я уже не могу. Хочу попробовать. Вот так вот. Всех вас с праздником, с Днем влюбленных. Мужики, удивляйте своих дам сердца. Приготовьте вот такие вот обалденные шашлычки. Посидеть под винчик. Классненько. Он и не жирный. Можно сказать, диетическое мясо. Всем приятного аппетита. Бомба. Нежные, мягкие. Вкус сливочный. Всех специй в волю хватает. Кому понравится такие вот блюда, с вас, як каже Славко, лайк, дизлайк, матюк, подписка. Всем всего доброго. Люблю, целую. С вами был Мангалыч. С праздником вас.